Всем привет, с вами снова Алина, и давно на моем канале не было видео с лайфхаками, и извиняюсь, вы меня часто просите в комментариях снять такое видео, тем более, что сегодня тема актуальная, как вы уже догадались из названия видео, мы с вами поговорим про похудение, потому что это очень актуально после праздников. Мне кажется, с этой такой, знаете, небольшой проблемкой сталкивается практически каждая девушка, да и не только девушка, после обжиратушек, которые у нас, как правило, бывают в праздничный период, потому что я не знаю, как у вас, может быть, вы какая-то железная леди и можете себя держать в руках, но я в празднике любительница съесть не один тазик оливье, чтобы потом забыть о нем на год. Ну и, конечно же, я не говорю про обилие всевозможных вкусняшек в виде конфеток подарочных, тортиков. Это постоянные гости. Короче, не мне вам об этом рассказывать, потому что сегодняшнее мое видео как раз-таки будет посвящено 10 лайфхакам, таких советов, наблюдений, которые я для себя вывела и которым стараюсь придерживаться каждый раз, ну, примерно в это время, когда основные праздники заканчиваются, потому что, сейчас основная пора для того, чтобы начать приводить себя в форму. В общем, давайте начнем. Итак, первый мой лайфхак, совет, называйте это как хотите. Не устраивайте себе, знаете, такие жестокие разгрузочные дни, там, на кефире, на огурцах. Это все прошлый век, это реально может очень-очень сильно испортить ваше здоровье. Ну и, как правило, это, в принципе, приводит к срывам. То есть ты посидишь там немножко на кефире, первый день, ой, какая я легкая, так все классно. Второй день уже потяжелее, третий совсем тяжело, и потом ты просто ловишь себя на мысли, что в 3 часа ночи ты опустошаешь холодильник и не понимаешь, как это происходит. Возможно, это только моя история такая. Но, в общем, не устраивайте себе жестокие разгрузочные дни. Гораздо лучше, если вы просто сделаете, знаете, такое сбалансированное питание. Если вам тяжело думать над рецептами, просто 2 продукта, точнее 2 категории, которые у вас должны быть на тарелке в этот разгрузочный период. Например, там дней 5. Это овощи и это белки. Все, это ваш основной рацион. Понятное дело, жиры тоже будут необходимы, но в оптимальном количестве, например, заправить салат растительным маслом, это, да, это хорошо. Но все-таки основу вашего рациона должны составлять белки и овощи. Причем, знаете, есть теория, что нужно обязательно термически обработанные овощи. Нет, любые овощи, хоть сырые, хоть тушеные, хоть там на пару сделанные, как вам угодно. Основной ваш рацион, вот просто овощи и белки. И в идеале, знаете, вот, лично это такой мой совет, это курица или даже лучше, если это будет индейка. Вот белое мясо, индейки, это вот прям супер-супер, и потому что, в принципе, очень полезно, не жирно, много белка. Если вам не нравится сухая индейка, то тут можно, конечно, что-то придумать. Если вот вы готовы держаться на кефире несколько дней, лучше продержаться на овощах и белках. Второй совет, он как бы вытекает из первого, и он заключается в том правиле, чтобы вы минимизировали углеводы. И вот все вот эти лайфхаки, о которых я сегодня говорю, они на небольшой период времени. Вы их, конечно, можете адаптировать на все свое питание и в дальнейшем, но мы сейчас говорим, где-то, знаете, там, про разгрузочные дни 5-7. Минимизируйте углеводы, но не в овощах, потому что овощи — это в первую очередь углеводы. Минимизируем печеньки. Я понимаю, что это такой, знаете, очевидный совет. Не обязательно печеньки, это там макароны, хотя макароны и относятся к сложным углеводам, но вот лично по себе могу сказать, что вот без них, если поживешь дней 5-7, будет гораздо лучше. Если вы вообще не можете жить без сладкого, то, понятное дело, едим только с утра. И вот, знаете, я вот большая сладкоежка, и я беру на этот случай горький шоколад, там 85%, по-моему, и это единственная сладость, которая мне позволена в такие разгрузочные дни. Вроде я как бы что-то съела, вроде много я такой шоколадки не съем, потому что, целую плитку очень тяжело осилить, но вот свой углеводик такой быстрый я получила, поэтому минимизируйте эти самые быстрые углеводы. Также еще есть такое старое правило, что завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Вот мне кажется, исходя из моих последних наблюдений, что самый важный прием пищи и самый плотный у вас, наверное, должен быть обед. Ужин вообще можно пропустить, зависит все, конечно, от вашего режима, когда вы просыпаетесь, когда вы ложитесь, но вот лично про себя, потому что мой канал, мои советы, мои наблюдения, я могу сказать, что если мой самый такой плотный прием пищи будет в обед, я буду чувствовать себя, во-первых, гораздо лучше, потому что сразу, когда я проснулась после пробуждения, мне не хочется наворачивать там 1, 2, 3 компот, и завтрак у меня всегда такой последнее время, опять же. Раньше я могла и борщичка с утра навернуть. Он вот прям, такой, лишь бы был. А обед — это вот такой классный прием пищи, и если я пропускаю ужин, то на следующий день я чувствую себя гораздо лучше, я менее отекшая, потому что
Отеки — это вот здравствуйте, если ты поел на ночь. Сплю я гораздо лучше, потому что тоже, если съедаешь что-нибудь плотное и тяжелое на ночь, не знаю, как вам, мне снятся кошмары. Напишите в комментариях, снятся кому-нибудь кошмары, если они переели на ночь, потому что это, мне кажется, такая серьезная проблема. Я слышала, что у некоторых моих друзей тоже так. В общем, интересно ваше мнение, и поэтому основной прием пищи, мне кажется, должен быть обед, а ужин ему можно и пропустить. Но только на время вот этих разгрузочных дней, 5-7, не больше. Также я прекрасно понимаю, что после таких длительных праздников невероятно тяжело вернуться к тренировкам. Либо их просто даже начать, если до этого вы не тренировались. Чем больше перерыв, тем тяжелее вернуться. Я вот лично к тренировкам вернулась, по-моему, числа 5 января, поэтому здесь у меня вам совет: врывайтесь. Вот просто вот закончите смотреть это видео и врывайтесь в тренировки, но не нужно, знаете, прям ударно и сильно ответственно к этому подходить, что вот я буду заниматься там 5 раз в неделю, и чем серьезнее тебе кажется вот эта твоя спортзальная миссия, тем тяжелее будет в спорт вернуться, либо начать тренировки. Относитесь к спорту, вообще к активности любой на лайте. То есть вот сейчас, например, закончили смотреть видео и пошли просто позанимались по любой программе, которая там попадается вам в интернете. Сделайте хотя бы обычную там зарядку, которую делали там в школе на физкультуре. Вы почувствуете себя гораздо лучше, но только не делайте это после того, как плотно поедите. Выдержите хотя бы какую-то паузу. Любая нагрузка, она должна быть регулярной. Не обязательно делать тяжелые тренировки. Пусть ваша активность будет регулярной, и это добавит вам легкости, подтянет фигуру, потому что любая активность — это гораздо лучше, чем поваляться на диване, как бы это ни нравилось, по себе прекрасно знаю. В общем, регулярность — это самое важное. Также, кроме нашего желудка, за время праздников очень сильно страдает режим и особенно сон. Я не знаю, как у вас, но у меня весь режим просто летит в какую-то бездну после праздников. Я не понимаю, в какое время я просыпаюсь, в какое время встаю. Потом начинаются, конечно, активные трудовые будни, и ты все время как выжатый лимон, потому что с утра тяжело просыпаться, поздно вечером ты не можешь уснуть, потому что ты за время праздников привык в это время еще там Гарри Поттера, например, смотреть, да, вот всякое такое бывает. И поверьте, сон, я не устану повторять об этом во всех своих видео, это самое важное в вопросах здоровья, красоты, фигуры и всего прочего. Лично по себе заметила, что если я не высплюсь, если либо я там ночь буду плохо спать, утром буду вот такая вот капитошка отекшая, и, соответственно, это тоже не поднимает мне настроение, поэтому, если хотите выглядеть хорошо, лучше не позависайте перед сном на ютубе и в инстаграме, идите поспите. Сон — это прекрасно, и сон — это основное, мне кажется, такое базовое лекарство от всего. И раз уж я тут уже начала тему отеков, я хочу опять развеять миф о том, что если ты очень сильно отекаешь, то нужно меньше пить. Ни в коем случае. Если вы сильно отекаете, это в том числе из-за того, что вы мало пьете, в ваш организм поступает мало жидкости, чистая вода. Это то, что должно быть у вас везде, всегда под рукой, потому что многие из нас забывают пить и путают, например, жажду с голодом. И все время хотят чем-то похрустеть, потому что вот просто им хочется пить, и они даже не думают. Им кажется, что нужно утолить голод. Нет. У меня везде просто по дому есть бутылочки, стаканы с водой, за компьютером. Это вот прям самое актуальное. И обязательно у прикроватной тумбочки. Я не рекомендую на ночь злоупотреблять водичкой, потому что, это тоже, как вы понимаете, ни к чему хорошему не приводит. Хотя, вот честно, у меня самая большая жажда как раз-таки перед сном. И чтобы этого не допускать, чтобы вечером на ночь не выпивать 1,5 литра воды, я стараюсь в течение дня как-то, чтобы у меня в зоне видимости стояла вода, и, соответственно, у меня не будет этой жестокой жажды перед сном. Если вы думаете, что ваши отеки связаны с тем, что вы много пьете, нет. Зачастую многие люди как раз-таки не допивают, если можно так сказать, свою норму воды. Еще одна проблема, с которой сталкиваются очень многие, независимо от пола, от возраста, это стресс. Вот ты привык к такой размеренной, спокойной жизни на праздниках, и тут рабочие будни, пора врываться, пора работать, исполнять там поручения, что-то делать, куда-то бежать. И это действительно огромный стресс после такого спокойного периода врываться в рабочие будни. Очень многие это делают довольно резко, то есть себя не готовят, то есть отдыхают изо всей силы, а потом резко выходят на работу. И это тоже приводит к тому, что, во-первых, вы можете переедать, кто-то, наоборот, может не доедать. Стресс на всех воздействует по-разному. Я вот, например, от стресса переедаю, и переедаю так с
существенно, поэтому я стараюсь больше спать, как уже говорила, и минимизировать стресс. И у каждого на этот случай должны быть свои способы. Кто-то использует медитацию, кто-то там еще что-то использует, кто-то читает книги, смотрит фильмы, сериалы. Просто найдите тот способ, то средство, которое минимизирует стресс. Не надо недооценивать то, как стресс может деструктивно влиять на вашу жизнь. Обязательно старайтесь быть спокойными, но не искусственно, знаете, подавлять себе эмоции. Нет. Просто постарайтесь относиться ко всему полегче, попроще, не сильно загоняться по пустякам и понять, что, в принципе, вы у себя в единственном экземпляре, вы у себя единственные и неповторимые, и поэтому стрессовать по пустякам ни в коем случае не надо. И еще один враг и злодей подтянутой красивой фигуры – это перекусы. Я знаю, что очень многие диетологи говорят о том, что нет, наоборот, нужно кушать там 5-6 раз в день. Здесь все индивидуально, но я по себе заметила, что гораздо лучше соблюдать, знаете, тот самый режим, который был, вот, например, в пионерском лагере, который был в школе, не знаю, то есть завтрак, обед, ужин. Все индивидуально, но я поняла по себе, это прочувствовала, что когда завтрак, обед и ужин, вообще все приемы пищи идут в одно и то же время, организм чувствует себя гораздо лучше. Он не получает таких, знаете, неожиданных вбросов в себя продуктов и такой: вау, я в это время вроде не рассчитывал на еду. Постарайтесь создать режим не только сна, но также и режим питания и как-то ему придерживаться. Особенно после праздников, я понимаю, это тяжело сделать, но если вы заведете себе привычку есть в одно и то же время, поверьте, ваш организм скажет вам спасибо. Конечно же, нельзя не упомянуть массаж, и я не говорю, что нужно бежать и покупать абонемент какой-нибудь дорогущий на курс массажей у профессионала. Нет, это, конечно, в идеале. Если есть возможность, то обязательно ей воспользуйтесь. Лучше потратить эти деньги на массаж, чем на какую-нибудь ненужную вещь. Вот правда, я знаю очень многих людей, которые покупают какой-то хлам, которые жалуются на том, что они купили хлам, который они там не носят, которым не пользуются. Лучше сходите на массаж. Любое вложение всегда гораздо эффективнее будет, если вы потратите деньги на себя. Но если не позволяют, например, финансовые возможности, никто не отменял самомассаж. Это гораздо лучше, чем ничего не делать. Я очень люблю самомассаж с банками. Нужна обязательно техника. Изучите статьи, посмотрите видео на эту тему. Не просто там пошли в аптеку, купили банки и начали себя травмировать. Нет, ни в коем случае. Изучите технику, потому что, очень много видео есть на эту тему, статей. Массаж сухой с щеткой тоже очень приветствуется. И вообще любая форма массажа — это классно. Покупайте вот эти силиконовые, которые продаются там во всех супермаркетах, перчаточки, которыми можно себя массировать. Делайте щипковый массаж, делайте, например, медовый массаж самой себе. Все это пойдет вам на благо, и организм будет чувствовать себя лучше, потому что, да, массаж — это вот просто тоже второе, мне кажется, лекарство после сна. Сон и массаж. Просто идеальный дуэт. И у меня есть еще один такой совет, лайфхак, который мне очень сильно помогает, который реально убирает отеки. То есть после того, как вы это сделаете, вы становитесь легче, мне кажется, грамм на 500, может быть, даже на килограмм. У меня бывали тоже такие случаи. В общем, это ванна с бомбочкой. Не обязательно идти, вот срочно бежать в супермаркет и покупать какую-то дорогущую баночку. Я, например, по себе поняла, что, в принципе, такое ударное количество соды и морской соли, которые продаются просто везде, я добавляю в ванну, и еще можно также добавить эфирное масло, предварительно его капнуть на морскую соль. Это вау, это просто божественное средство для вашей кожи. Вы лежите в такой ванне где-то минут 20, это офигенно, но если вам позволяют ваши сосуды, потому что это совет далеко не для всех, многим становится в ванной просто жарко, плохо. Это только для тех людей, у которых нет проблем с этим, у кого здоровые сосуды. Я, если принимаю такую ванну, то обязательно открываю дверь, потому что иначе я помру от жары. Я не человек сауна, я не человек горячая ванна. Но вот для того, чтобы расслабиться и для того, чтобы убрать отеки, кожа, кстати, становится потом очень мягкая, прям невероятная. Даже не всегда хочется какой-то лосьон наносить, потому что сочетание соды, соли и эфирного масла, особенно если это будет лаванда, перед сном, просто идеально. Так что вот такие вот у меня советы, лайфхаки. Я надеюсь, что это видео было вам полезным, потому что я постаралась его выпустить максимально быстро после праздников. Меня просто осенило, что вот я сейчас занимаюсь этим вопросом, и почему бы не поделиться с вами. Если у вас есть какие-то свои советы, лайфхаки на эту тему, обязательно пишите об этом в комментариях, я буду очень рада. И я думаю, те, кто будет читать комментарии, тоже будут рады. Также обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные ролики.
ролики. Подписывайтесь на мой инстаграм, там можете быть со мной на связи, писать мне в директ, писать в комментариях. И вообще я там чуть-чуть, знаете, оперативнее и поактивнее, чем на ютубе. Я обещаю это исправить. Но, в общем, с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Человек, который рассказывает о том, как вредны перекусы, закончил снимать видео и понял, что со всей силы захотел булочку из свинобона. И я сейчас не оговорилась, потому что после того, как я съем булочку из свинобона, я ощущаю себя как настоящий свинобон. То, от чего я быстрее всего пухну, собственно, мне больше всего и нравится. Почему мир так жесток? Вот скажите мне.